Здравствуйте! Вы находитесь на канале про астрологию. Меня зовут Виктор, и сегодня я поделюсь с вами прогнозом для знака зодиака Скорпион на июнь месяц 2023 года. В начале месяца у скорпионов появится возможность отправиться в путешествие, в интересную поездку, в отпуск или посетить даже свою собственную дачу. Чем себе не путешествие? Вы захотите запланировать все заранее, свой бюджет, какие экскурсии вы будете посещать, что хотите увидеть и что попробовать. Также в начале месяца вам стоит ожидать хороших новостей от людей из других городов или из других стран. Это могут быть ваши родственники, коллеги, дети или ваши партнеры. 4 июня вас ждет полнолуние в знаке Стрелец. Что это означает? Возможно, вы получите выплату за свою проделанную работу, какие-то доплаты, премии. Вам могут вернуть долги или прояснятся какие-то вопросы по поводу финансового благополучия и состояния. Возможно, даже вам удастся закрыть какие-то старые открытые счета. 5 июня планета Венера входит в знак Лев. Что это может означать? Во-первых, вопросы касательно работы и вашей карьеры. Все, что касается места, куда вы вкладываете всю свою силу и энергию. Венера во Льве может проиграть разные ситуации. Здесь можно ожидать и успеха, и какого-то провала, поэтому вам не стоит огорчаться в любом случае. Также хочу предупредить скорпионов, что самые напряженные дни в этом месяце это 5, 11 и 15 июня. Вы можете столкнуться со сложными задачами, которые в одиночку не решить, поэтому не бойтесь попросить помощи у коллег или у ваших близких людей. 11 июня планета Меркурий переходит в знак Близнецы. И здесь тоже может проиграться ваша финансовая сторона. Возможно, вы станете получать какие-то пособия, подписывать какие-то очень важные бумаги, или кто-то из ваших родственников напишет завещание на ваше имя. Кто-то из скорпионов даже задумается взять кредит или ипотеку. Пожалуйста, будьте внимательны, читайте все документы, особенно те, где мелко написано. После 11 июня планета Плутон перейдет в знак Козерога. Здесь может проиграться ситуации во взаимоотношениях между вами и вашей второй половинкой, или друзьями, или коллегами по работе. Возможно, люди будут провоцировать вас на какие-то действия или поступки, которые вы ни в коем случае не захотите делать. Также возможно, что у вас откроются глаза на некоторых людей в вашем близком окружении, но не стоит рубить с плеча. Давайте всем второй шанс. 17 июня планета Сатурн будет разворачиваться в ретроградное движение в знаке Рыбы. Это говорит о том, что от вас лично будут требовать внимания ваши дети или ваша вторая половинка. В этот период ни в коем случае не стоит отказывать. Будьте внутри своей семьи. Там вы сможете отдохнуть и восполнить все свои ресурсы. 21 июня Солнце переходит в знак Рака. Возможно, в это время вы задумаетесь о переезде или смене жительства. Вас заинтересует другой район, другая квартира или даже другой город. У вас появятся дополнительные возможности к этому, но прежде чем что-то решать, нужно немного подумать. Не торопитесь. Также это может проиграться по теме командировок или каких-то поездок по работе. Вы сможете познакомиться с какими-то новыми людьми, которые поделятся с вами какими-то интересными идеями. Также в третьей декаде июня, возможно, кто-то из скорпионов задумается об обучении или повышении своей квалификации. Также могут проиграться юридические вопросы. Это касательно недвижимости, касательно автомобиля или каких-то определенных ценных бумаг. После 27 июня планета Нептун будет разворачиваться в ретроградные движения. И здесь обратите особое внимание. Все, что касается личных отношений, новых знакомств, возможно, у вас появятся какие-то новые воздыхатели и поклонники. Постарайтесь полностью не доверять незнакомым людям и о себе рассказывать поменьше. Вас могут обмануть. Возможно, вы встретитесь с какими-то заблуждениями по поводу конкретного человека. Вы также можете совершить ошибку в общении со своими старыми друзьями или родственниками. Возможно, им покажется, что вы очень резки в своих высказываниях. Будьте бдительны и следите за своим языком. Также обратите внимание на свои какие-то творческие планы и реализацию этих планов. Вас могут обмануть или что-то пообещать и не исполнить это.
Также к концу месяца задумайтесь о воспитании своих детей. Возможно, вы что-то захотите поменять, но прежде чем подойти к этому процессу более ответственно, пообщайтесь со второй половинкой. На этом гороскоп заканчивается. Хочу пожелать скорпионам удачи, любви и успехов во всех начинаниях. У вас обязательно все получится. Всем до свидания.